Четырехцилиндровые малокубатурные спортбайки главенствовали в 90-х, однако со временем осталось только два цилиндра. И вот первыми на фоне конкурентов решили возродиться Kawasaki, которые выпустили серийного четырехцилиндрового малыша ZX25R. О нем, кстати, был отдельный выпуск ранее, кто не смотрел, ссылка в описании. Далее поползли слухи, будто японцы намереваются повысить ставки и выпустить на основе ZX25R путем банального увеличения объема более востребованный ZX4R. Но дальше разговоров дело так и не пошло, и до сих пор 400-ка не была представлена. Но, как говорится, пока японцы собираются сделать, вездесущие китайцы уже продают. Совсем недавно в Поднебесной был представлен серийный четырехцилиндровый спортбайк Kovy 400RR 2023. Самое интересное, что китайский производитель мотоциклов Kovy, ранее известный как Callaway, сначала в конце 2021 года представил свою собственную рядную 400-кубовую четверку, которая называлась высокофорсированной и выдавала по заявлению Kovy аж 74 лошадиные силы максимальной мощности на 13,5 тысячах оборотов в минуту. Тогда никто еще не говорил о конкретном мотоцикле, который будет оснащаться этим двигателем. Но все понимали, что 400-кубовый спортбайк с мощностью 74 лошадки будет просто бомбой, которая взорвет мировые мотоциклетные рынки. Однако всего спустя практически год китайцы представили и сам мотоцикл, оснащенный этим мотором, которым стал спортбайк Kovy 400RR. Сам двигатель, естественно, похожий на японские агрегаты 90-х годов, остался без изменений. Объем 399 кубических сантиметров, 4 цилиндра в ряд, диаметр которых 59 мм, а ход поршней 36,5 мм. Довольно высокая степень сжатия 13 к 1, жидкостное охлаждение и, естественно, впрыск топлива. А вот мощность оказалась заметно ниже заявленных ранее значений. Видимо, это было сделано в угоду повышения надежности силовой установки. Kovy 400RR выдает 67 лошадиных сил максимальной мощности на 13,5 тысячах оборотов в минуту, а пиковый крутящий момент составляет 36 ньютон-метров на 12 тысячах. Однако, в отличие от японцев из 90-х, двигатель вставлен не в алюминиевую раму Delta Box, а в современную по нынешним меркам обычную стальную трубчатую. Но несмотря на это, Kovy 400RR в снаряженном состоянии с полным 15-литровым баком весит всего 160 кг. Что обеспечивает впечатляющее соотношение мощности и веса. Компания заявила разгон от 0 до сотни за 4,2 секунды, максимальная скорость около 220 км в час. Kovy заявила, что внешний облик спортбайка был разработан самостоятельно, однако при первом же взгляде прослеживаются более грубые черты спортбайков Kawasaki. Наиболее примечательна передняя часть мотоцикла. Панели по обе стороны от разделенных воздухозаборником фар выполнены в виде агрессивных выступов, напоминающих крылышки. Не забыли китайцы и про модные нынче аэродинамические винглеты на боковом пластике, которые сейчас лепятся абсолютно на все мотоциклы, хотя по сути с такой мощностью и скоростью они попросту не пригодятся. Форму крылышек передней части повторяет и хвост мотоцикла.
Вполне гармонично в дизайн спортбайка вписывается и короткая выхлопная система с правой стороны. Подвеска Kovy 400RR состоит из уже привычных для китайских мотоциклов компонентов Kayaba. Это передняя перевернутая нерегулируемая вилка спереди с ходом колеса 120 мм, а сзади установлен алюминиевый маятник с моноамортизатором, ход колеса 130 мм. За торможение отвечают два 298 мм диска с четырехпоршневыми суппортами спереди и один 220 мм диск с однопоршневым суппортом сзади. АБС уже в базе. Так как мотоцикл будет ориентирован больше на азиатские рынки, то и высота по седлу небольшая и составляет 795 мм. Но никто не сомневается, что этот спортбайк появится и в Европе. Мотоцикл может похвастать полностью светодиодным освещением и полноценным TFT-дисплеем со всей необходимой информацией и возможностью подключения смартфона по Bluetooth. Точная цена пока не объявлена, но ожидается, что Kovy 400RR в Китае будет стоить около $6000. 现在几个？现在有收了，收了没这几个？你看我们台子都撤了。没地方可以